Приветствую всех, кто смотрит это видео. Скажу сразу, оно снималось не для ютуба, такое экспромтом. Место шикарнейшее, я надеюсь, все его узнали. Это называется Грот Дианы возле Фиолента. Я много-много раз видел его в чужих видео и все мечтал туда попасть. Дело в том, что подъезд туда осложняется спуском довольно высокого обрыва, и особо с вещами там не походишь. Ну вот я туда попал, получил массу удовольствия от того, что наконец-то одна из таких мечт исполнилась, осуществилась. Там можно поплавать не только на своем, там взять САП на прокат, например, очень много людей этим пользуются. Но вот в сравнении с САПом я свой каяк тоже хотел затестить. Конечно, ходкость у него лучше, чем у САПа, но при этом хуже, чем у пластикового каяка. Это я уже тоже проверил. Что меня поразило, это чистота воды. Вода просто, нереально чистая. Как-то всегда плаваешь с маской и видишь множество какой-то взвеси, мелких крупинок, которые плавают в воде. А эта вода такая прозрачная. Ну, мне еще, конечно, повезло, просто, видимо, шторма не было, и она вся эта муть осела. Но еще и сам рельеф такой вот дна каменный с водорослями этому способствует. Похожая картинка с водой на Тарханкуте тоже. Вот нет такой обильной взвеси. Но Тарханкут сейчас закрыт для плавания, поэтому есть вариант вот поплавать в таких местах. Этот грот сквозной, каждый, где есть такие гроты, называют его малыми воротами, потому что все знают о больших воротах Карадага. Но в Новом Свете есть малые ворота, и Новосветцы вот так называют, а это вот тоже можно сказать, что какие-то ворота, так скажем. Ну, грот Дианы это меня всегда манило, я всегда хотел проплыть, посмотреть, что же это такое, и получить удовольствие от нахождения в этом месте. Обалденно, просто очень понравилось, всем советую приехать, попробовать взять тот же САП, например, на прокатном пункте и сплавать не голыми руками, ногами, а на САПе. Это здорово. Купаются все, я обалдел от количества мелких детей в нарукавниках, каких-то там надувных спас жилетиков, которые взрослые тащат за собой, такие отдаленные места, скажем так. Я бы никогда бы не ожидал увидеть там ребенка лет там 4-5 далеко в море, на каких-то скалах. Бесстрашные люди, видимо, не понимают, что это все-таки море. Хоть и берег вроде бы виден, вот он там до него рукой подать, но это все равно 300-400 метров. Это не так-то просто в случае какой-то проблемы. Я на каяке проплыл вот за этот мыс, посмотрел там на Фиолент, а потом вернулся обратно, проплыл еще 3 километра в другую сторону, в сторону Херсонеса от грота Диана, он вот за вот этим поворотом. И подплыл к такому месту удивительному, видел его на карте, и всегда хотелось посмотреть, что же там внутри. Такой проход, вот его с боковых сторон вообще не видно, надо только стать к нему лицом, чтобы увидеть такую щель между камнями, продолжающуюся в пещеру, в грот такой, которая затоплена водой. И вот я, проплывая мимо, понял, что наконец-то я дошел до этого места, и вот мне было интересно заглянуть, что же туда. На канале «Сею позитив», краснодарские ребята, просто великолепный канал про велопоходы и на байдарках. Я у них видел видео вот это место, и мне очень хотелось сюда тоже приплыть по морю и заглянуть внутрь. И вот когда ты проплывал и увидел вот эту вот расщелину, невероятное ощущение, что вот оно нашлось, наконец-то я сейчас это увижу своими глазами. Это было просто роскошь. Мне всегда хотелось посмотреть, что же там под водой. Глянуть на поверхность дна, так скажем, да. Не то, что сверху его видно, это понятно, но вот именно из воды хотелось глянуть. Роскошь, там просто роскошь. Чем-то напоминает Жака Ива Кусто с его съемками. Вот я проплыл туда внутрь, летучих мышей там не было, там были только голуби, которые серили на голову, меня не попали, но рядом мины падали. Вот. После горячего дня, когда ты на солнце немножко подгорел, попекся, так скажем, ты заплываешь в эту расщелину, где тенек, прохлада, это такое блаженство, можно чем-то сравнить, когда ты садишься в машину с работающим кондиционером после вот такого пекла, когда ты побыл на солнце, потом раз и заплываешь в прохладу, туда не хочется уходить. Вот стоял бы там и просто кайфовал.
Очень классное такое атмосферное место. Мне всегда хотелось туда заглянуть с воды, посмотреть, что же там. Такая некая таинственность все равно есть. Советую просто вот всем туда сплавать, именно внутрь заплыть туда, посмотреть, как там внутри. Ну, конечно, там россыпи бриллиантов, драгоценностей и кладов вы не найдете, но сам факт оказаться в таком месте, которое скрыто от глаз, прохлада жарким днем, и необычность такой проход в скале, куда можно заплыть, оно потрясающий такой эффект. Я просто получил массу удовольствия от того, что туда сплавал. И это еще было одним из пунктов моего такого заплыва, так скажем. Каяк показал себя хорошо. Единственное, что я буду снимать крепление весла, которое сам приклеил, потому что я постоянно цепляюсь за него пальцами. Оказалось, это совершенно неудобно. Весло проще класть где-то просто внутрь, сверху. И буду снимать. Всем спасибо.